Иногда мы встречаем человека и чувствуем это сразу, как будто знаем его вечно. И наоборот, с первых минут что-то не так, словно невидимый ток пробегает по коже, непонятная тревога, будто внутри что-то узнает, а разум еще не успел это осознать. Почему так происходит? Вы не задумывались, почему одни люди заходят в нашу жизнь тихо, как будто на цыпочках, а потом переворачивают все, а другие просто идут рядом годами и будто знают нас лучше, чем мы сами? Почему мы не можем забыть кого-то, кто был всего несколько дней? Или, например, почему самый близкий человек вдруг становится совершенно чужим? Это не случайность и не слепая игры судьбы. Это контракты, не юридические, конечно, не финансовые. Это контракты душ. Так называла их Долорес Кеннон, одна из тех, кто смог заглянуть за завесу между жизнями. По ее словам, до рождения каждая душа проходит этап планирования. Это не просто выбор времени или места рождения. Это сознательное согласие на опыт. Контракт – это внутренняя договоренность между душами. Мы выбираем не только родителей или партнеров, мы договариваемся о болезнях, утратах, победах и даже о боли. Почему? Да чтобы понять, прожить, исцелить. Но вот, например, душа, которая когда-то причинила страдания, может в новой жизни согласиться испытать похожую боль. Не как наказание, а как путь к осознанию. Душа, которая однажды отвергла любовь, может выбрать роль того, кого отвергнут, чтобы на глубинном уровне прочувствовать, что значит быть по другую сторону. И мы не одни в этом выборе. Перед воплощением души собираются вместе, обсуждают сценарий. Один говорит: хочешь пройти урок прощения, я могу стать тем, кто причинит тебе боль. А другой отвечает: а я буду твоей опорой, тем, кто напомнит, кто ты есть на самом деле. Мы называем это жизнью, а на уровне души это согласие на рост. Да, иногда это может выглядеть как трагедия, но Долорес говорила, даже самая трудная судьба – это глубоко продуманный выбор, сделанный с любовью и мудростью. Когда мы это понимаем, многое становится на свои места. И тогда вопрос, почему это случилось со мной, превращается в вопрос, а для чего я это выбрал-то? А кто подписывает эти контракты? И зачем? Почему одни приносят нам радость и рост, а другие боль, слезы и глубокие раны? Мы сами действительно выбрали это. Ответ сложнее, чем кажется, и он начинается с того, что все вокруг нас гораздо больше, чем мы видим. Мир – это не только физика и биология, это сцена, а мы актеры, режиссеры, сценаристы и зрители одновременно. Но если мы сами пишем свои роли, зачем мы вписываем в них страдания? Ответ вас удивит. Из-за любви. Да, звучит парадоксально, но любовь души не то, к чему привык наш ум. Ее цель не комфорт, а рост. Тогда выходит, что те, кто причинил нам боль, делают это по согласию. Ответ – да, но согласие это не здесь, а там. Там, где все видно сразу, где ясно, какой опыт нам нужен, где душа видит, как стать целостной. Почему мы забываем это? Чтобы прожить по-настоящему. Без памяти контракта все кажется реальным, острым, настоящим. Без сценария это настоящая игра,
Именно в этом ключ нашего роста. Но если все заранее согласовано, где свобода воли-то? Почему тогда мы чувствуем вину или страх перед ошибкой? Об этом расскажу дальше. Все по порядку. Мы называем это ошибками, но для души нет ошибок. Есть только опыт. Да, иногда он горький, иногда болезненный, но именно в таких моментах происходит пробуждение. Представьте, человек теряет работу, любимого человека, сталкивается с предательством, все рушится, кажется, что это конец. Но потом вдруг начинает все меняться, словно внутри включается другой компас. Появляется глубина, понимание, интуиция. Кто-то начинает искать, читать, медитировать, а кто-то просто перестает жить, как раньше. Это не случайность, это активация, точка поворота, которая заложена в контракте души. А кто решает, какие испытания включать в наш путь и как эти контракты заключаются? Перед каждым воплощением душа садится за круглый стол, вот как я сейчас. Не буквально, конечно, это я сижу за круглым столом. Это не заседание, а момент согласования. Мы выбираем семью, окружение, ключевые события, и рядом те, кто должен сыграть важные роли и согласен. Иногда это те, кого мы любим, иногда те, кто сделает нам больно. И это самое трудное – принять, что даже предатель – это часть нашего соглашения. Он смог согласиться на эту роль, чтобы мы стали сильнее, или наоборот, чтобы мы научились отпускать. Но разве кто-то добровольно соглашается быть плохим? Да, потому что в том пространстве нет зла в привычном нам смысле. Есть только понимание, кто какую роль может сыграть для роста другого. Но тогда почему, если все это спланировано, так много боли, обид, несбывшихся ожиданий? Потому что, воплотившись, мы забываем и реагируем как люди. Мы злимся, страдаем, плачем, цепляемся, а контракт не приговор, это возможность. И вот здесь появляется свобода воли. Мы можем отыграть сценарий по-разному, сопротивляться или принять, или изменить свою реакцию. Но как узнать, что мы живем по контракту, а не просто терпим чужую жестокость? Где граница между духовным уроком и разрушением себя? Именно в этом моменте начинаются самые глубокие осознания, и вы их уже чувствуете. Иногда человек вдруг понимает: я больше не могу так жить. Эта фраза не слабость, это признак того, что душа начинает напоминать о себе. В такие моменты мы будто бы просыпаемся в середине спектакля и спрашиваем: а кто написал этот сценарий? Почему именно такие герои вокруг меня? Почему все идет по кругу? Ответ и прост, и сложен одновременно. Сценарий писали вы. Да, только не в одиночку, вместе с другими душами. И роли распределялись в этом сценарии не случайно. В одной жизни вы были учителем, в другой – учеником. Где-то вы были преданным, а где-то сами предали. Все это создает баланс. Души договариваются вернуть то, что когда-то дали, или прожить опыт, которого вам не хватало. Например, мать, которая в этой жизни не принимает вас, могла быть вашей дочерью, которую вы отвергли в прошлом. Муж, который вас не слышит, мог быть тем, кого вы игнорировали. Это не наказание, это завершение. Контракты часто строятся на незавершенностях. Душа хочет закрыть гештальт, заключить что-то, что когда-то осталось в узле, закончить, развязать этот узел. Но не всегда это выглядит красиво. Иногда завершение – это разрыв.
Иногда боль, которую нужно прожить, чтобы освободиться. А можно ли отказаться от такого контракта? Можно ли переписать свою судьбу? Да, можно, но только если вы осознаете его. Как только вы осознали, это не просто страдание, а часть сценария. У вас появляется выбор. Вы можете пойти другим путем, сказать: я поняла урок, я больше не нуждаюсь в этой боли. И тогда контракт считается исполненным. Но чтобы дойти до этой точки, нужно пройти через лабиринт. Из обиды к пониманию, из страха к доверию, из жертвы в автора своей жизни. Вы когда-нибудь чувствовали, что одна и та же ситуация повторяется снова и снова и снова, как будто жизнь дает вам один и тот же урок, просто в другой обертке? Это не случайность, это напоминание. Ты еще не понял, ты еще не завершил, ты еще не простил. Но как понять, что именно нужно завершить-то? Где искать ответ? Ответ всегда рядом, точнее, он внутри. Иногда достаточно одного вопроса: что я продолжаю чувствовать снова и снова? Обида, брошенность, отвергнутость. Посмотрите на это чувство не как на врага, а как на вестника. Оно не хочет вас наказать, оно хочет вас разбудить. Когда человек осознает: я снова и снова переживаю одиночество, это не просто эмоция, это след, это отпечаток прежней истории. Возможно, вы были покинуты много жизней подряд или сами отвергали других. Ваша душа говорит: пойми, проживи, закрой. Вот почему контракт – это не приговор, это шанс. Они не про фатальность, они про свободу через осознанность. Все контракты. Иногда душа выбирает очень сложные роли. Например, родиться в семье, где нет любви, быть рядом с теми, кто ранит. И если смотреть на это глазами личности, это несправедливо. Но если взглянуть глазами души, все иначе, потому что именно эти условия создают точку роста. Вы начинаете задаваться вопросами, вы ищете выход, вы начинаете вспоминать, кто вы есть. И вот это ключ. Те, кто причиняет нам самую глубокую боль, часто и есть те, кто любит нас больше всего на уровне души, потому что они согласились сыграть эту сложную роль, чтобы пробудить нас. Это трудно принять, но в регрессиях снова и снова люди видят, их обидчики – это близкие души, с которыми был заключен договор. Иногда со слезами человек говорит: я понимаю, он сделал это, потому что я попросил, потому что мне это было нужно. Такие осознания переворачивают все. Они исцеляют. Но что делать с теми контрактами, которые все еще болят? Как освободиться от тех, кто по-прежнему держит нас в прошлом? И можно ли отпустить, если еще не все понятно? Иногда боль все еще с нами не потому, что контракт не завершен, а потому, что мы не увидели в нем смысла. Душа не ставит галочки, ее цель не выполнение, а пробуждение. И пока внутри все еще звучит: почему это случилось со мной? Урок не завершен. Но когда вопрос меняется: зачем это было мне нужно? Начинается настоящее исцеление. Расскажу историю. Женщина средних лет, красивая, успешная, большая умница. В ее жизни все казалось ровным: семья, дети, работа. Но внутри будто пустота, что-то не дает ей покоя, и особенно отношения с дочерью. С самого детства между ними словно невидимая стена. Ни ссоры, ни обиды, но и близости нет. Они как чужие люди.
Дочь отстраненная, холодная, никогда не называет ее мамой, зовет ее по имени с детства. Она старалась, она терпела, она боролась с чувством вины, пыталась объяснить себе, почему это происходит, бередила душу, но каждый раз возвращалась к одному и тому же вопросу. Почему я не могу быть для нее настоящей матерью? Почему она смотрит на меня, как на чужую? И однажды она увидела песчаную равнину, жесткое и горячее солнце и пыль, 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 древний мир. Она мужчина, строгий, молчаливый, облеченный властью. Девочка лет 7, рабыня, купленная для служения в этом доме. Он не бил ее, он не кричал, он просто не видел в ней человека. Она жила при нем, но была для него ничем, невидимкой, невидимой. И вот теперь душа той девочки вернулась в жизнь этой женщины, как ее дочь, чтобы снова быть рядом, чтобы снова быть при ней, только теперь в новом теле, в новом времени, но с тем же чувством невидимости. Понимание этого было для нее как удар и как освобождение одновременно. Она плакала и просила прощения. Она просила прощения и словами, и всей своей душой. И впервые ее дочь в реальности подошла к ней и просто обняла, без слов, без повода, просто так. И это не магия, это развязанный узел. Так заканчиваются контракты не разрывом, а признанием, осознанием и благодарностью, и любовью. Иногда кажется, что мы жертвы, что жизнь – это череда случайностей, наказаний, непредсказуемых поворотов. Но за многими из этих поворотов стоят не случайности, а договоренности, которые мы заключили еще до того, как вошли в свое тело. Контракты душ – это не цепи, это маршруты. Но это как навигатор Google Maps, который предлагает дорогу, но не заставляет туда ехать. У каждого свой выбор, всегда. И даже боль не приговор, она не враг, она просто голос души, который говорит: ты свернул с пути, или наоборот, ты там, где надо, не сдавайся, оставайся на нем. Я об этом говорила в предыдущем видео «Тело не врет». Зайдите, послушайте, узнаете, как тело подсказывает вам, если вы идете не туда. Нам важно не только понять, с кем заключен контракт, но и зачем. Не каждый, кто причинил нам боль, палач. Иногда он наш самый преданный союзник в духовном смысле, потому что согласился сыграть трудную роль, потому что доверял нам, потому что знал, что мы справимся. Это сложно принять, особенно когда речь идет о предательстве, утрате, отвержении. Но за каждой тенью всегда есть свет. И если смотреть глубже, можно найти не только причину, но и освобождение. Иногда так мы начинаем исцелять не только себя, но и свое родовое древо. Ведь когда один человек вспоминает, осознает, прощает, исцеляется не только он, меняется все поле вокруг. Иногда одного понимания достаточно, чтобы завершить цикл, тянувшийся столетиями, чтобы не передавать дальше эту боль, которая была с вами всю жизнь, чтобы сказать: на мне это заканчивается, я помню, я принимаю, я понимаю, я благодарю. Вот почему важно знать, кто с вами и почему. Не для того, чтобы держаться за прошлое, а чтобы понять, как освободиться и, наконец, пойти дальше. Осознанно, легко, с чувством внутренней правды. И, возможно, именно ради этого понимания души и приходят в этот мир. Не для идеальной жизни, а для пробуждения через боль, через любовь, через узнавание себя в чужой боли. Иногда мы десятилетиями носим в себе обиду, не зная,
что это просто зеркало, что это ответ на вопрос, который мы когда-то сами себе задали. Только этот ответ не приходит в голове, он приходит из глубины. Вот почему я работаю так, как работаю, потому что ум объясняет, а душа показывает. И когда она показывает, наступает тишина. Та самая, где человек впервые не понимает, он просто знает. Долорес Кэннон называла это подсознанием. Я называю это высшее Я. Та часть, которая ведет нас сквозь жизни, сквозь ошибки, сквозь контракты, которые мы сами и выбираем. Долорес говорила, ответы есть внутри, всегда. Но мы слышим их только когда готовы перестать бороться и начать слушать. Я часто думаю о Долорес, о том, как она десятилетиями собирала эти истории, слушала, записывала, задавала правильные вопросы снова и снова. Это так сложно задавать правильные вопросы. Она это умела делать не как психолог, не как регрессолог, а как исследователь глубин. Она называла себя репортером. И чем глубже она шла, тем яснее звучал ее голос. Это не наказание, это опыт, это не враг, это отражение, это не конец, это путь. И теперь я просто продолжаю этот путь с вами, с каждой историей, с каждым вопросом, за которым прячется настоящее пробуждение, потому что пока мы живы, у нас есть шанс все изменить изнутри. Оставайтесь со мной, если вам близко то, о чем я говорю. Много тем впереди, многое обсудим. Оставайтесь.